Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Ну что может быть вкуснее румяных, ароматных картофельных зраз? Посмотрите, какая красота! Да еще и с таким грибным соусом. Просто объедение. Это просто песня, Сережка. Давай, не томи. Накладываем. Куриное филе. Это граммов 350, наверное. Сразу отрежу малое филе. А это нарежу на вот такие вот кусочки. Чтобы такие были, как лепешечки кругленькие. Перекладываю мясо в миску. Его нужно вкусненько замариновать. Тут, друзья, полет фантазий. Что есть дома и в чем любите мариновать курицу? У меня сегодня будет немного соуса терияки. Кстати, мне очень понравилось мариновать в нем мясо и рыбу. Вкус совершенно другой. Немножко соли. Черный молотый перчик. Сушеный чесночок собственного производства. И добавлю чайную ложечку красной сладкой паприки. Нужно хорошо перемешать. Конечно же, можно замариновать заранее, но у нас уже как есть. Хорошая мысля приходит опосля, друзья. Так бывает. Ну все, курицу отставляю в сторонку и займусь картофелем. Картофель нужно натереть на самой мелкой терке. Чтобы картофель остался таким светленьким, сразу же следом натру одну луковицу. На терке покрупнее. Потому что на мелкой это с ней играться. Я дуть сразу буду, чтобы тебе Дуй. в глаза не попал. Дуй, дуй. А еще говорят, что слезы освобождают организм от токсинов. Я думаю, многие из вас заметили, что когда поплачешь, становится как-то и на душе легче, и настроение поднимается. Сброс негативной энергии. Фух, дуй. Все, я думаю, достаточно с этим луком. Ну и продолжаю с картофелем. Так, немножечко перемешаю. Все. А ты, счастье мое, можешь отложить в сторону камеру и помочь. У тебя это лучше получается почему-то. Поехали. У тебя терпения больше. Видишь, как я оказалась права? У тебя все хорошо получается. Вся сложная работа достается... Сережки, как обычно. Конечно. Ты мой красавец, голубоглазый. Дружно, быстро справились за 3 минутки. Картофель немножко подсаливаю, чтобы он пустил хорошо сок. Перемешиваю и оставлю буквально на 5 минут. Соль потянет сок на себя и продолжим. Беру вторую миску. Сверху друшлаг. На него марля в 2-3 слоя. Выкладываю картофельную массу и отжимаю. Можно уже друшлаг, друзья, даже убрать. Он нам послужил для того, чтобы все хорошо держалась наша конструкция. Ух, сколько крахмала! Сейчас его в картофеле как раз таки и прилично. О, красота! Отжатый картофель возвращаю в миску. Вот что получилось. Такая сухенькая картошечка. Картофелю разбиваю одно яйцо и перемешиваю. Удобнее всего это делать с помощью вилки. На этом этапе немножко солю, потому что вся соль ушла вместе с соком. Можно добавить какие-то специи. У меня это будет куркума. Полезно, красиво и вкусно. Снова все перемешиваю. Добавляю 1 столовую ложку муки для клейкости. Еще раз перемешаю. И с этой миски, куда отжимали, сливаю сок. А на донышке остался крахмал, который мы возвращаем в тесто. Ух, видишь уже, как быстренько он застыл. Чтобы не добавлять больше муки, мы добавили крахмал. И снова перемешаем. Все, тесто готово. Сейчас, друзья, будем заниматься творчеством. Сковородку на огонь. Я буду жарить на смальце. Можно, конечно же, заменить растительным маслом. Все-таки мне больше нравится на смальце из-за того, что продукт его практически не впитывает, и он весь остается в сковороде. А я в это время тесто визуально делю на 9 частей. Вот так. Беру часть теста. Повторюсь, плюс-минус. Оно даже сухими руками все хорошо держится, берется. Разминаю в лепешку.
Посмотрите, какая курочка красивая в соусе терияки. Выкладываю кусочек мяса и залепляю. Как пирожок. Да, можно сделать такую кругленькую, можно овальную, тут уже кому как нравится. Тогда делать не как котлеты. Но я же знаю это. Если где-то есть просветы мяса, можно взять кусочек теста. И залепить. Совершенно верно. Все. Котлета по-киевски. Ну, типа того. Вот такая зраза получилась. Выкладываю обязательно в разогретую сковороду и обжариваю с двух сторон до румяной красивой корочки. Я буду обжаривать по 4 штучки, чтобы они были в таком свободном плавании. Все, нагрев под сковородой средний, а вот так вот. Ну что, мои хорошие, можно вас перевернуть аккуратненько. Ой, это у меня просто руки мокрые. Это у меня, друзья, просто мокрые руки. Посмотрите, какая красота. Пусть... Да, а я продолжу. Таких 2 съешь и достаточно. Правильно же? Правильно, правильно. Вот так, кусочек мяска. Какая умница, а? Посчитала. 4 человека, всем по 3, посчитала 9 штук. Вот так вот, друзья. Ох и мама. Переверну еще на одну сторонку. Крутим-вертим, друзья, чтобы везде была красивая румяная корочка. Как я и сказала, весь жир остается в сковородке. О, вот так вот. Я приготовила противень с пергаментной бумагой. Ой, какие красавцы, посмотрите, какие румяные, они прекрасно держат форму. Конечно же, друзья, они в серединке еще сырые. Перекладываю на противень. Ставьте лайки, друзья. А я котлетки в духовку. Конечно же, можно их чем-то накрыть, и все же я этого делать не буду. Хочу, чтобы мясо внутри было сочным, картофель нежным, а сверху такая хрустящая румяная корочка. Все, на 20-25 минут, 180 градусов. А я пока приготовлю вкусный грибной соус. К этому блюду оно просто идеально будет. Мне понадобятся грибы, шампиньоны, которые я быстренько помою. Хотя мне писали, что грибы, шампиньоны не моют, все же как-то мне так спокойнее. Секунда дела, и грибочек чистенький. Граммов 300. Я думаю, будет достаточно. Эту же сковородку на огонь, пусть греется. Беру грибы и натираю на крупной терке. Они плотные, поэтому это делается элементарно, быстро и просто. Когда уже немножко есть, можно выкладывать в сковородку. Пусть начинает процесс. А я продолжу, друзья. Соуса много, Сережка, не бывает. Особенно такого вкусного, ароматного. Картошечки в самый раз. Время от времени перемешиваю, чтобы ускорить процесс выпаривания. Когда жидкость выпарилась, грибочки начали немножко подрумяниваться, на этом этапе добавляю граммов 15 сливочного масла. Будет достаточно, чтобы быстрее растаяло. Обжариваю еще 2-3 минутки. Какие вкусные. Солю по вкусу. Добавляю 1 чайную ложечку муки. Перемешиваю и хорошо прогреваю. Как только мука прогрелась, можно добавить сметану. Ну, граммов 200 так. Вот так, для начала. Сюда же полстакана водички. Перемешаю сразу быстренько. Пусть греется. А я добавлю черного молотого перчика. И сюда же, друзья, добавлю грибную приправу. Ни для кого не секрет, что шампиньоны не имеют никакого аромата. Это я взяла сушеные грибы, просто измельчила в кофемолке и все. Хорошо перемешиваю. Конечно же, густоту соуса можно регулировать водой. Все. На наш вкус густота соуса просто идеальна. Он еще загустеет немножко. Выключаю нагрев и ждем наши котлетки или зразы, кому как больше нравится. Еще минуточек 5-7. Ой, уже хочу. Готовы? Как я ориентируюсь, что котлетки уже готовы? Открываю духовку, достаю. Когда вижу на поверхности пузырьки, я не знаю, передаст ли их камера, значит готово. Какие красавцы, а румяные. Все. Отключаю духовку.
И оставляю минут на 10. Ну, чтобы все процессы приготовления остановились, а мы пока накроем на стол. А кушать когда? Через 10 минут. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Все, друзья, нет больше терпения ждать. Уже хочется вкусить эту вкусноту. Опа. Красота. Угу. Подаю. Берем румяненькую зразку. Смотрите, какая. Хрустящая корочка. Внутри уверенно сочное мясо, нежный картофель. Давайте разрежем одну. Какая корочка хрустящая. Оп. Есть. Красота? Красота. Посмотрите. Сочное мясо, нежная картошка и сверху хрустящая корочка. А еще с этим соусом ароматным. Ну все, классика жанра. Ой, я прям вот так вот, друзья, по-домашнему. Ну как вкусно? Угу. Это очень вкусно. Дать попробовать. Конечно. Подую тебе. Сережка, это очень вкусно. Держи. Всем мирного неба, вкусной еды. Аня, это так вкусно. Да, лайк заслужила жена. Насыпай. Конечно. Тебе лайк, я аж пальчики облизываю. Тебе лайк, любовь моя. Пожалуйста, ты Я же тебя знаешь. благодарю. Всем желаю счастья, здоровья, благополучия и мирного неба на этой земле. Да. Окей. Атя. Ням-ням. Ням-ням. Кодовое слово у нас есть. Да. О, все, сидит.